Вы на канале «Это вкусно». Сегодня я хочу предложить вам приготовить вместе со мной невероятно пышные и румяные бездрожжевые блины на молоке. Эти блинчики получаются настолько нежными и вкусными, что просто тают во рту. Секрет пышности этих блинов вы узнаете, посмотрев это видео. Также в конце вы найдете список всех необходимых ингредиентов. Не забудьте поставить лайк, подписаться на мой канал и поделиться этим видео с друзьями. Основное отличие этих блинчиков в том, что белки и желтки вводятся в тесто отдельно друг от друга, поэтому я их отделила. Белки пока отставляю в сторонку, а желтки отправляю в миску, в которой буду готовить тесто. Туда же добавляю соль и сахар. И хорошенько перемешиваю все венчиком. Взбивать ничего не нужно, только чтобы желтки объединились с сахаром. Теперь добавляю примерно треть от общего количества молока и размешиваю. Затем всыпаю просеянную муку и перемешиваю. Масса получается густой, но зато у нас хорошенько размешиваются все комочки и тесто получается гладкое. И вот теперь в это густое тесто я ввожу оставшееся молоко и перемешиваю венчиком. Осталось добавить растительное масло. В принципе, практически все блинчики я именно так и готовлю, но одна существенная разница в том, что мы еще не использовали белки. Поэтому отставляю в сторонку тесто и займусь белками. Переливаю их в удобный стакан и взбиваю до плотных пиков. Вот до такого состояния нужно взбить белки. Если перевернуть посуду, в которой они взбивались, то белки не вытекут, значит, они взбились. Добавляю примерно 1/4 часть белков в основное тесто и аккуратно вмешиваю их в массу. После того, как вмешалась одна часть, добавляю следующую. На данном этапе очень важно не взбивать тесто, а именно перемешивать венчиком, чтобы белки не потеряли свою пышность и воздушность. Вот такое тесто получилось. Оно очень пышное и воздушное благодаря взбитым белкам. У меня на канале есть рецепт приготовления тонких блинчиков с тройной начинкой. Видео вы можете посмотреть, кликнув по ссылке в правом верхнем углу, а также пройдя по ссылке в описании под этим видео. Приступаю к выпеканию блинчиков. Разогреваю блинную сковороду, она у меня диаметром 22 сантиметра. Смазываю ее растительным маслом. Наливаю половник теста и распределяю его по сковороде. Тонкими эти блинчики не получатся. Теста нужно будет больше, чем на тонкие блинчики, иначе оно просто не растечется по сковороде. Если вам покажется, что тесто сильно густое, то можете добавить 30-50 граммов молока и перемешать. Мне удобно поддевать блинчики деревянной шпажкой. Готово. Перекладываю на тарелку и выпекаю остальные.
Вот такие блинчики получаются. Они на вид как бархатные. Очень нежные и вкусные. Их можно есть с джемом, сгущенкой, шоколадом, мороженым, ягодами, а можно приготовить начинку. Вариантов очень много, выбирайте для себя любой. Для приготовления таких блинчиков мне понадобилось 3 желтка, 3 белка, 500 мл молока, 150 граммов муки, 1-2 столовые ложки сахара, 1/4 чайной ложки соли, 2 столовые ложки растительного масла. И вот такие нежные и бархатные блинчики получились. Я уверена, что они вам очень понравятся. Готовьте и наслаждайтесь. Мои любимые рецепты блинчиков, оладьев, сырников и вареников смотрите в этом плейлисте. Понравился сегодняшний рецепт? Поставьте лайк этому видео и не забудьте подписаться на канал. Это вкусно!